Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Всем привет, дорогие друзья! Со мной рядом победитель DreamHack, чемпион, это Бит. Здравствуй, Валер. Привет. Я тебя поздравляю с этой победой. Спасибо. Действительно, вы утерли нос всем хейтерам. Вы одержали победу после смены состава. Это настолько было, я не хочу сказать неожиданно, мы всегда, естественно, ожидаем от вас побед, но это было невероятно радостно. Расскажи, вот что ты чувствуешь после этого? То, что мы выиграли турнир, это очень классное чувство. Ты был счастлив? Да. Ну, ты так долго к этому шел, ты так еще молод, знаешь, твоя киберспортивная карьера только начинается, и ты уже выигрываешь тир-1 турнир против таких крутых команд. Вот у тебя есть какая-то гордость за себя? Ты вот чувствуешь, знаешь, что вот все свершилось? Нет, я еще так не чувствую, потому что я еще не показываю той игры, когда я могу вот реально гордиться. Когда такое наступит, я, возможно, буду горд, но за команду я реально горд, то, что мы выступили хорошо, особенно в финале мы показали хорошую игру, и я рад очень за команду. Угу. То есть все-таки твои индивидуальные какие-то достижения, вот ты стремишься именно к индивидуальной суперформе, да, а не большим титулам для команды? Ну, это, понимаешь, это очень тесно связано. Ну, да. Если ты показываешь хорошую игру, ты помогаешь тем самым команде индивидуально, намного проще играть в команде, когда ты даешь им намного больше импакт. Ну да, справедливо. Смотри, мы видели в инстаграме Бумыча, он выкладывал как раз в вечер победы, что они с другом обсуждали это, и он сказал, что мы выиграем DreamHack, скринь, это 100%, то есть он был супер уверен, что вы одержите победу. Если это был не фейк, конечно, я надеюсь в этом. Ты был также уверен в том, что DreamHack будет за вами, или все-таки еще думал, как оно будет, не знал? Я думаю, что нельзя такими словами разбрасываться. Я думал о каждом матче, и я не загадывал вперед. Давай поговорим о матчах самих. Все началось у вас с Best of 1 против Mousesports, дальше ВП, и с этими соперниками вы достаточно легко расправились. Или все-таки были трудности? Ну, любая игра, какая бы она ни была, она не может быть легкой вообще, какой бы там счет ни был. Потому что если ты можешь расслабиться, в любой момент ты можешь отдать какой-то глупый раунд, потерять экономику и проиграть игру. Да. Хорошо, но первые проблемы у вас начались с командой Gambit, с которыми мы потом встретились в финале, но на тот момент мы еще этого не знали. Помнишь, как проходил первый матч против Gambit на DreamHack? Да, я и помню. Что там все-таки пошло не так? На Дасте мы круто выступили, на Оверпассе просто плохо играли. Вот на Мираже нужно было выигрывать это противостояние, но мы за контров сыграли не в свой дефенс и проиграли поэтому. Хорошо, давай двигаться дальше. Gambit мы еще вернемся. Дальше у вас была Фурия. Вы пикнули своей картой Нюк, собственно говоря. Там, где Саша 30 убил? Почему вы остановились именно на этой карте? Это был твой первый Нюк на официалке за Нави, за основной состав, правильно? Ну да, вроде как. Ну вот расскажи немножко, почему решили рискнуть и пикнуть Нюк, и как ты себя сейчас чувствуешь на этой карте? На самом деле, это, как и обычно, любая другая карта, мы ее тоже тренируем, и я не считаю, что это какая-то там проблема играть Нюк. Ну, это Нюк и Нюк, и все. Нюк, что с ним возьмешь. Ну, можешь рассказать немножко, как проходит твоя работа над всеми картами, которые ты не играл раньше за основу, ну, в том числе, кстати, и Нюк. Тебе Блейд как-то индивидуально помогает с этим, или ты просто тренируешься с ребятами и тем самым набираешь вот этот опыт? Ну, Андрей дает советы, говорит, что не так ты делаешь, там, что надо фиксить, видит ошибки, и мы разбираем их. На какой карте ты сейчас чувствуешь себя комфортнее всего? На Вертиго. Это пасхалочка, что мы скоро, возможно, увидим не Вертиго от Нави. А, кстати, что думаешь по Эншенту? Потому что Трейнджу все-таки рано или поздно нас покинет. Вроде как на РМР еще Я, кстати, не понял этот бан Трейну, потому что, не знаю, я бы на самом деле посмотрел бы на Оверпасс, на новые модельки. Не с того. Да, ну ладно, даже. Ну и Мираж переделать просто, это же самая популярная карта считается. Да. И это как-то для разработчиков невыгодно, я думаю, переделывать Мираж. Логично. И вот Оверпасс, вот я реально хотел бы не с того расклада, то что убрать его в целом, а просто я хочу посмотреть на новые модельки, на новые текстуры, карты. Мне кажется, было бы очень круто.
потому что карта реально классная, мне нравится эта карта, и на новых текстурах она будет еще круче. Мгм. Ну, возможно, до нее очередь и дойдет. А Ancient, что думаешь об этой карте? Что придется ее... Ancient, ну, я, кстати, вчера играл ММ на этой карте с Петриком, и он там и позиции придумал уже, и там, Он короче, там снимает уже контент по этому Ancient да, по полной. гранаты, там, флешечки. Ну, вроде как прикольно, если честно. Но она такая большая, правда, ее поменяют еще раза 3-4, я думаю, как Вертига, потому что она... Ну, да. Ну, вот Вертига, когда вроде как ее уже поменяли, я думал, то, что не будут менять, ее бах, и просто B-план полностью поменяли, вообще полностью. И я думаю, с Ancient будет похожая история. А как думаешь, мы будем видеть... ну, это скорее риторический вопрос, скорее всего, так и будет. Вертига все больше и больше будет входить в пул карт команд. Согласен? Она же только вышла, и у всех одинаковый опыт на этой карте, и будет проще команде учиться играть Ancient, чем какой-то Vertigo, которая команда уже года 3 играют. Ну, пытаются играть. Все равно сколько недовольства, сколько по поводу этой карты. Ну, вот ты говоришь, тебе нравится. Да, классная карта. Это влияние Петрика, честно мне скажи, Нет, потому что это он главный точно не влияние пропагандист. Петрика. Но раньше, кстати, когда я очень много играл эту карту, мне она наоборот не нравилась. Я ее просто уже ненавидел в какое-то время. Потом я ее просто полностью перестал играть. По-новому, наверное, взглянул. Да, она мне как-то... Да, реально по-новому взглянул и скучаю по ней. Мгм. Ну, возможно, увидим мы, конечно, от Na'Vi. Я не буду тебя об этом спрашивать, потому что это секрет фирмы. Давай лучше продолжим говорить о прошлом, о DreamHack'е. Ваш следующий оппонент был Heroic. Heroic сейчас на подъеме. Они, кажется, до обновления рейтинга были топ-2 мира и, в принципе, классно сейчас выступают. Но вы их победили. Расскажи, каким этот был матч для вас и как бы ты его описал? Первая была Мираж и Нюк. Они или мы, или они пикнули Пнюк. Ну как, для нас это обе хорошие карты, и мы взяли Мираж, проиграли Мираж, ну короче, не пошел Мираж у нас. Да, опять же, за КТ не пошло. Да, за КТ не пошло опять. Нюк у нас, по-моему, там хорошо все было. Ну да, но вы начали А, за я КТ, помню. потому что выбирали все-таки Героик. Помню этот Нюк. Ну, матч классный был, сложный. Да, сложный был матч. Давай поговорим о финале. Потому что следующий матч был, конечно же, финал против Гамбит. Гамбит сейчас совершили сенсацию за последнее время. Они поднялись на первое место рейтинга. Они претендуют на топ-1 СНГ в том числе. Может быть, уже и забрали, это еще выясняется. И вот в этом финале это, собственно, и выяснялось. Расскажи мне, почему такие трудности возникали с Гамбит и до этого у Na'Vi? Потому что основа выигрывала именно Гамбит еще, по-моему, осенью 2020 года. Вот после этого не шло. В чем сила этой команды? Их главное преимущество то, что они вместе уже находятся долгое время, они знают друг друга хорошо, у них, ну короче, мне кажется... Синергия, наше любимое слово в Na'Vi. Это их главный, мне кажется, козырь. Смотри, финал был Best of 5, уже классический для онлайна. У Na'Vi был печальный опыт в финалах Best of 5 в конце прошлого года, там, где они начинали и вели со счетом 2-0, и потом проигрывали финалы. Ты чувствовал какое-то волнение от ребят перед этой финальной игрой, что история может повториться, или какие-то, может быть, разговоры на этот счет? Нет, предпосылок к этому не было вообще никаких. Я не знаю, как там ребят, потому что меня аж не было в команде, когда они два финала эти проиграли. Но это очень, наверное, обидно. Ну, точнее, не наверное, это 100% очень сильно обидно. Я заметила, что Гамбит такое ощущение, что не очень выстроили грамотно для себя это мапвет. Первый оверпас, их сильная карта. Потом
Даст. Даст, это ваш все вариант. верно, да. Ну и Трент, ну хорошая вето было. Просто Почему проиграли они? я не знаю, почему не проиграли. Я знаю. Потому что вы Я- классно играли. Я знаю. Cause you know that we winning, we with it, we going, we flowing again. I might just go buy a Benz, I might just blow my advance. I did it all for the feeling, alive but I'm making a killing. I'm gonna break every ceiling, cause I need a million, but I don't need your money, you can pay me in respect. Once I do it big, what's to follow, it's a check. I need 100 bags, nothing more, nothing less. And the ops feel away, cause I'm next, I'm a threat. Oh yeah, really y'all don't know this, y'all in danger, I'm a threat. It's a gamble with your life, cause you know that it's a bet. It's a you know I ain't letting up, my foot is on your neck. Take my word for it, it's a promise and a threat. Really y'all don't know this, y'all in danger, I'm a threat. It's a gamble with your life, cause you know that it's a bet. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Take my word for it, it's a promise and a threat. I've been feeling spectacular, flow so sick it's hazardous. Y'all feel up like Dracula, sip this beat, let's back it up. And I don't care about critics, they talk too much, and I know that I gotta keep on grinding, finding myself. I ain't gon' stop until I know I had enough. Mama, I made it, I know that they see me, I'm popping these bottles just like I'm a genie. I'm glad that you made me, it's all in my DNA. I'm up my teeth like I'm working for Frito-Lay, and bet it bag on myself. Don't run trap, but I run up the check, run good, real big, gotta one up the next. Point to the sky with the one up, I'm blessed. I'm young, rich and black, so you Вы know I'm the threat. выглядели как абсолютно новая, свежая команда. То есть это было невероятно крутое зрелище для всех ваших поклонников и всех зрителей, за что мы вам, естественно, благодарны. Какое было ощущение во время этого финала? Легко было? Так, как нам казалось. Ну, понятно, что это не было там супер легко, Нет, но легко. 3:0 И как я всё-таки. говорил, то, что легкой не может быть игра вообще в целом, особенно против сильной команды. И особенно финал мне точно было нелегко, потому что каждый старался на максимум, выкладывался изо всех сил и старался победить. Как-то готовились особенно к этому финалу? Возможно, у вас была работа с психологом, настрой какой-то Да, ну, определенный? как-то прям особенно не готовились, просто каждый зашел с правильным настроем, я бы сказал, с правильным настроем, и каждый был заряжен. У вас впереди РМР-турнир СНГ, и это, пожалуй, самое долгожданное событие. Обычно европейский минор и европейский РМР выглядит как самый главный турнир региональный. Но в этот раз все, мне кажется, иначе, и все как раз ждут СНГ региональный отбор. Как ты думаешь, будут ли команды, которые нас удивят? Потому что, очевидно, даже Петриков, второй раз Петрика упоминаем в интервью, даже Петрик отмечал в Твиттере, что кажется, что СНГ команды многие, там и Форзы, и там Стак Хуча, и вы, и Гамбит, все достигли какого-то своего пика. Так, вообще, у них команда же вроде. Ну, команда, извините. Команда Хуч, извини. Вот, достигли какого-то пика. Согласен ли ты с этим? Что мы увидим? Я, если честно, не знаю. Ну, готовились же, наверное, все СНГ команды, и все же хотят выиграть Нави, я уверен. Я... Хз. Ну ладно. Турнир, да, короче, да. Будет и будет, да? Посмотрим. Посмотрим, Мы да, ж- что вот будет. это глупые вопросы задают, что будущее видишь. Ну да. Ладно, расскажи тогда о настоящем. Что сейчас происходит, как вы тренируетесь, когда вы возвращаетесь, возможно, к тренировкам после DreamHack, и как будет выглядеть этот процесс? Ну, сейчас у нас выходной, 2 выходных, потом у нас тренировочные дни будут, и потом у нас будет турнир. Вы будете играть его все из дома. Кстати, тебе комфортнее дома играть или на буткемпе с ребятами? Ну, я турнир не играл с буткемпа с ребятами, но на буткемпе мне было комфортно. Ну, посмотрим, возможно, когда-то мы увидим вас на турнире на буткемпе. Тем более я уверена, что это случится когда-нибудь, если
Хотя хотелось бы, конечно, на лане полететь уже и на Конечно. мажорчик. Хорошо. Спасибо тебе большое, Валер, за это интервью, за то, что посвятил нас то, как происходило все на DreamHack. Я желаю вам удачи на СНГ РМР, потому что это будет действительно очень интересно. Пожалуйста, болейте за нами, поддерживайте ребят, подпишитесь на соцсети Валеры. Какая у тебя любимая соцсеть? Чем ты больше всего пользуешься? С Инстаграма, наверное. Значит, на Инстаграм подпишитесь, на Твиттер тоже, на всякий случай. Спасибо вам, что посмотрели этот ролик. Поставьте ваш лайк, комментарий внизу и увидимся.